Привет всем! С Новым годом! Я просто обожаю делать новогодние видео, и каждый Новый год я обязательно выпускаю новогоднее видео. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами историей, которая со мной произошла недавно. Мы с папой заказывали по интернету елку, это ель Виола. Вот, покупали мы ее в Rich Family, и вообще елочка очень миленькая, хорошая, только чуть-чуть сыпется. Конечно же, мы за искусственные елки, потому что нечего рубить леса, это очень нехорошо, это не экологично. Если мы каждый Новый год будем рубить сотнями елок, то что же у нас останется, чем же мы будем дышать? Вот, в общем, задумайтесь об этом. Но моя история совершенно не об этом, а о том, как мы заказывали эту елку и что произошло дальше. Итак, мы заказали елку, в этот же день я отправилась ее получать, получила, все было хорошо. Потом я пошла на остановку, мне не хотелось ставить вот эту вот большую длинную коробку на снег, и я просто присела на остановке, скажем так, перевести дыхание, прислонила елку к себе на лавочке, вот, и поотвечала на сообщения, и тут вот внезапно подъезжает автобус. Так как на остановке было много людей, они стояли, то я не увидела, какой номер автобуса был. Потом он уже приехал, я тоже не увидела с этой стороны номер автобуса, и села в этот автобус. Никогда так, люди, не делайте, вот всегда точно смотрите, какой это номер автобуса. В принципе, я всегда раньше так делала, просто сейчас я подумала, у нас же только один автобус такого вида ездит, но ничего же страшного. Оказалось, что не один с недавнего времени, поэтому смотрите, пожалуйста, всегда точно, внимательно, какой автобус, номер автобуса, и будьте просто внимательнее. И, в общем, я платила за проезд, и меня кондуктор спрашивает, а вам далеко ехать? Я назвала свой район. И он мне ничего не сказал. Потом я села, такая уже пописала несколько отзывов на iRecommend, послушала музыку, и вот уже конечная остановка. Только вот перед этим еще один такой момент был интересный. То есть я стояла сначала в автобусе просто, и вот у меня была вот эта большая-большая коробка, да, и у меня кондуктор просто ее вот так хватает и тянет на себя, и говорит, давайте туда поставим. Ну, я, естественно, отказалась, просто мне это показалось как-то вообще не очень, то, что берут, вот так тянут мою елку, забирают, это, конечно, вообще не очень. И вот конечная остановка, и я такая выхожу и понимаю, что это абсолютно не мой район, просто абсолютно. Оказалось, что я проехала через весь город, оказалась в незнакомом районе, на незнакомой улице. Вот. Но потом я быстренько сориентировалась по навигатору и доехала обратно. Вот. Эта история у меня вызвала много эмоций, и, конечно, вот, знаете, так... Надо быть просто внимательнее, да, когда смотришь, какой автобус и вот все остальное. Ну и еще мне не понравилось, что кондуктор ничего не сказал, когда он знал прекрасно, что что вот их маршрут не едет в этот район, в котором я живу. Это, конечно, было вообще не очень. Вот такие новогодние у меня приключения. Всем желаю удачи, будьте внимательнее. И знаете, когда мы подыскивали елку, я искала именно что-то более светлое. И вот эта вот елка, она оказалась просто идеальным вариантом. Вот, всем она очень понравилась в нашей семье. Вот, и самое классное, что это оказалась идеальная елка просто из маминых мечтаний. Вот, маме она очень-очень понравилась. Гирлянду мы с папой вешали вдвоем, вот так вот ее заматывали. Мы сделали акцент на ствол, чтобы как будто свет рассеивался от ствола. Получилось очень классно, мы очень плотно, во много-много слоев замотали. И потом сверху уже по веткам. Все остальное, что касается дизайна, украшений, это уже продумывала мама. Весь декор ручной работы, и он выглядит настолько классно, настолько шикарно, стильно, мне безумно нравится. Все, что связано с мамой, это обязательно связано со стилем. Вот это вот у нас бантики, которые связала мама, и причем начала она их вязать где-то в середине декабря, и я подумала, да, наверное, она не успеет связать до Нового года, и вы не поверите, она каждый бантик за один день связывала очень быстро, очень торопилась, очень старалась, и бантики получились просто шикарные, такие модные. Вот, вязка называется филейная, то есть это такие квадратики, да. Выглядит прям так зефирно, снежно, по-зимнему, очень мило.
А вот эти вот цветочки, это тоже мамина ручная работа. Мама их сама делала, украшала бисером. Это цветы из ткани, которые делают по технологии обжига. Вот, она их делала очень красиво, выглядит, кстати, как живые. И что дальше? Вот здесь у нас игрушки ручной работы. Здесь самый крупный зайчик, который делала нам Люба, из ткани он, то есть это Тильда, можно сказать. Платьишко с кружевами у него. Вот так он выглядит, сидит под елочкой. Вот. Браслетик я делала, использовала в виде ожерелья. Ну, очень красивый заяц. Вот, меня, конечно, Любины работы творческие тоже очень восхищают всегда. Вот. Вообще у нас в семье все вот имеют какой-то особенный талант. Все такие творческие, талантливые. Это, конечно, очень круто. Вот этот зайчик, это я его вязала. У него есть жилеточка, вывязанный орнамент тоже, хвостик. Это одни из первых игрушек, которые я делала. Все очень интуитивно получилось и очень круто. А вот этого зайку я сделала в декабре, то есть совсем недавно я его закончила. И здесь у него внутри медный каркас, то есть он полностью может вот так вот гнуться, вот. То есть очень клево. Вот так вот сзади он выглядит. Мне очень нравятся игрушки с длинными ногами, поэтому зайка у меня тоже с длинными ногами. И, кстати, вот глаза, если честно, они не очень похожи на глаза зайца, больше похожи на глаза тигра. Ну, сейчас же год тигра, да, как-то совпало. Вот, даже ушки гнутся, кстати. Вот такой заяц у нас, это тоже я делала, и тоже вот одна из первых игрушек, я еще не знала, сколько нужно наложить синтепона внутрь, и я очень много синтепона сюда положила, он прям такой упругий. Очень красивый получился шарфик, кстати, он не пришитый, его можно снять. Там текстильные кое-какие игрушки, куклу Милен делала моя мама много лет назад. Это, кстати, тоже ее первая игрушка, которую она делала. Она сшитая. И вот видите, у нее тоже такие длинные тонкие ноги. И я помню, как тяжело было закладывать синтепон в эти ноги. Деталь очень тонкая, маленькая, ювелирная, можно сказать. Я помню, крючком или ручкой это как-то делали. Вот, она украсила лицо вышивкой бисером, ободок тоже из бисера и пояс. Вот, цветочки ручной работы. Волосы из такой пряжи, как у Рапунцель. Вот. Назвали Милен, потому что в то время мама очень много слушала музыку Милен Фармер. Вот такая красивая праздничная куколка. Просто чудо. Милена. Вот. Вот такого оленя я связала сама. Если честно, я его связала, потому что увидела такую игрушку, вязаную где-то на просторах Пинтереста или Инстаграма. И я подумала, блин, как мне хочется тоже такую игрушку. И прям связала чисто по фотографии. То есть очень часто мне не нужны какие-то схемы. Если я вижу что-то красивое, и у меня есть большое желание обладать этим, я могу просто по фотографии повторить. Здесь нету медного каркаса. Тут просто я плотно набила синтепоном вот эти вот рожки. Вот. И меланжевая пряжа, которую мне дала мама. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. И с Новым годом! От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай на руках у меня, засыпай, засыпай под пенье дождя.
Далеко там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай.